Всем привет! На связи Serious Sam Tournaments, и на этот раз мы приготовили для вас кое-что необычное. В этом ролике я, как опытный игрок BFE, не претендуя ни на что большее, постараюсь выделить основные моменты, которые помогут новичку адаптироваться к ДМу крутого Сэма и уже очень скоро начать побеждать. Первое. Изучи карты. Банальный совет, понимаю, но порой игрокам мешает побеждать именно элементарное незнание карт. Особенно это актуально для ТСЕ. Причем речь не только о том, как устроена сама карта, но и о том, что и где на ней лежит. С очевидными вещами закончили, переходим к чуть более замысловатым. Второе. Запомни тайминги. Наверное, это тоже можно отнести к знанию карт в целом, но все же я выделю это в отдельный пункт. Практика показывает, что основная причина поражения уже более опытных игроков – это незнание или несоблюдение таймингов. Даже основных, например, таймингов респауна соток хп, брони, мощного оружия. Всегда необходимо помнить, что внезапно подобранная сотка хп или снайперская винтовка не только лишает подобной прелести вашего соперника, но и помогает вам провести успешную атаку, а может и не одну. Или же отстоять свое преимущество, если оно у вас есть. Многие сильные игроки запоминают также и более хитрые тайминги, 50 хп, 25 брони и так далее. Ну а если помнить о времени это прямо совсем не ваше, попробуйте карты без дополнительных плюшек, хотя таких карт и не особо много. Третье. Выигрываешь – ускоряй, проигрываешь – замедляй. Поясню, что именно имеется в виду. Захватив инициативу в свои руки, старайтесь не отпускать ее и используйте более атакующую манеру игры. Это не позволит вашему сопернику поднабрать оружие и брони, да и в целом пагубно скажется на его психологической устойчивости, ведь получить в начале матча минус 5 мало кому хочется. А теперь о тех, кто как раз получил в начале матча минус 5, а то и больше. На самом деле, даже если вы сильно проигрываете, ничего в этом страшного нет. На многих картах, по крайней мере в BFE, есть возможность набрать 6-8 фрагов менее чем за 2 минуты. А это уже может перевернуть весь матч. Если вы проигрываете по ходу поединка, рашить соперника, даже если вы точно уверены, что он сильно ранен и не успеет захилиться, не лучшая идея. Наоборот, желательно выждать некоторое время и не попадаться ему на глаза, а заодно как следует подкормиться и найти пушку помощнее. Ваш соперник несколько собьет свой атакующий настрой, и у вас появится шанс на камбэк. Четвертое. Смотри и слушай. Очередная банальная вещь, думаете вы? Не совсем. Многие новички, особенно играющие от первого лица, предпочитают бегать по карте, смотря в одну точку. Делать этого категорически нельзя. Всегда проверяйте любые места, откуда соперник теоретически сможет вас атаковать. Можно увеличить угол обзора на максимум, но самое главное просто проверять места развития потенциальных атак и по возможности атаковать первым. А что касается слуха, думаю, многие олды скажут, что слушать в Сэме даже важнее, чем видеть. Помните, если ваш соперник берет броню, оружие, жизнь, да даже если он просто бежит по карте, вы все это можете услышать. А стало быть и определить его местоположение, что даст вам решающее преимущество в предстоящей атаке. Поэтому настройки звука на максимум, музыку в игре отключить, хорошие наушники купить, и победа не заставит себя долго ждать. Пятое. Возьми двустволку. Данное оружие универсальное для ближнего боя, без которого не обходится ни один матч. Всегда берите двустволку про запас, даже если считаете, что она вам не пригодится. Поверьте, пригодится. Если в ближнем бою у вас не окажется двустволки, виноваты в своей смерти будете только вы. Попадать из нее не так уж и сложно, достаточно дождаться, пока ваш оппонент окажется в перекрестии прицела. Если вам повезет, минус 140 хп для него обеспечены, а вы практически гарантируете себе фраг. Шестое. Пробуй разное оружие. В целом здесь работает закон логики. Чем больше оружия вы изучите и как бы сделаете своим фирменным, тем большее количество карт вы добавите к себе в актив. Что само по себе неплохо. Кто-то отлично управляется с миниганом и лазерганом, кто-то почти не мажет из снайперки и девастатора. Даже кувалда может помочь сделать фраг. Так найдите же оружие, которое будет идеальным конкретно для вас. Седьмое. Играй. Да, именно так. Чтобы научиться играть, нужно просто больше играть. Только опыт поможет вам набить шишки там, где другие игроки их уже давно набили. Нынешнему поколению новичков приходится тяжелее, потому что олдов, которые могли бы их чему-то обучить, становится все меньше. Но отчаиваться не стоит.
Присоединяться к матчам, особенно по первости к многосторонним, лучше с пятницы по воскресенье в вечернее время. Иногда мы все же собираем достаточное количество народа, чтобы поиграть и потренироваться. Последнее, что хотелось бы добавить, не расстраивайтесь, если вы проиграли. Помните, нет ни одного игрока, который выигрывал бы все свои матчи. К тому же, мы ведь выясняем, кто сильнее в конкретном месте и в конкретное время, а не в целом по жизни. Проигрывают все, а значит и победить может каждый. Как и в любом виде спорта, результат конкретного матча у нас может быть любым. Поэтому не сдавайтесь, и все у вас получится. Спасибо за просмотр, пишите свои мысли по поводу того, что именно нужно знать новичкам и о чем не упомянул я. И не забывайте подписываться на наш канал, перед вами уже довольно большая видеобаза для изучения ваших же потенциальных соперников. Всем пока, увидимся позже.